Добрый вечер. В студии по-прежнему я, ваш почетный слуга Владимир Халуев. Сейчас вот очень много всяких там спекуляций на тему Парада Победы на Красной площади. Будет, не будет, пройдет, не пройдет, прилетит, не прилетит, потушат, не потушат. Знаете, этот ряд можно продолжать сколько угодно. Спрячутся, не спрячутся, успеют, не успеют, двойник, не двойник, отпевать, не отпевать. Но не суть, как говорится. А как тут не суть, когда в такой день все что угодно может случиться? Одно я могу сказать точно. Чем ближе и ближе это 9 мая, тем уже и уже у нас сжимаются скрепы. А как им не сжиматься, когда этот Зеленский со своим киевским режимом хочет устроить нам праздник с сединою на висках? Вы посмотрите на меня. Где? Где мне еще сидеть? Где? В Гааге? Ты что, охренел? Пошел вон отсюда со своей Гаагой, ушлепок. Еще и мой личный водитель называется. Я все думаю, куда это он меня позавчера хотел отвезти. Ну да ладно, как говорится, вернемся к нашим баранам. В смысле, парадам. На чем я остановился? А, вот. А с другой стороны, не проводить парад ведь тоже нельзя. 80 лет как-никак. А 80 лет бывает только раз. 80 лет. Вот что-что, а на калькуляторе-то я считать умею. Такие парады как раз и проводятся именно для того, чтобы дед побредил. Ой, чтобы День Победы, которым так гордится вся Россия, не давал забыть россиянам, что гордиться им больше нечем. Я вам больше скажу, это же не только День Победы. Это еще и день проверки настоящих друзей, которых у нас вроде бы с каждым годом появляется все больше. Только вот на параде у нас они почему-то все больше не появляются. Это как вообще понимать? Фица внезапно заболел. Вучичу тоже не здоровится. Потом это Веранда в моде. Ой, это Нарендра Моди, премьер-министр Индии. Даже войну с Пакистаном развязал, лишь бы не ехать к нам на парад. Нет, я, конечно, понимаю, что кошмарить Кашмир куда приятнее, чем сидеть рядом с Лукашенко и слушать его анекдоты про картошку 2 часа подряд. Ну а как же уважение к России? Лукашенко тот вообще сказал, что опоздает на парад. Что значит опоздает? Опоздает это на сколько? На 2-3 дня? Или на пару лет, когда парад уже, скорее всего, будет совершенно по другому поводу, и проводить его будем уже не мы. В общем, вопросов, как всегда, много, задать их, как всегда, некому. Хотя, подождите, мне тут режиссер подсказывает, что в Москве наконец-то ненадолго появился мобильный интернет, и нам удалось связаться по видеосвязи с президентом Сербии Вучичем. Но, как говорится, в нашем случае даже с Вучичем лучше, чем ни с чем. Ух, нифига себе, скороговорку придумал. Здравствуйте, Александр. Здраво, добр дан. В смысле, Драбадан, что, настолько все плохо? Кашляшкаю, сильновечно кашляшкаю, легке болен. Не понимаю, что вы говорите? Говорю, легке болен. Кто? Лёлик и Болик? Да при чем тут они? Спрашиваю, здоровье ваше как? О, поршевецко здоровьице, доктор сказал, что болен. Что? Кто сказал? Доктор болен. Какой еще доктор болен? Правильно говорить, доктор Албан и Дитер болен. Это 2 разных человека, как Лёлик и Болик. Так вы к нам на парад 9 мая приедете? Ой, очень хотел как вам припереться, но не получится. Внезапно заболел. Горло бобо, бошка бобо, марлево повязка, градусник в подмышку, температушка под 40. Да вы что? Сколько? 36,6. Так вы же сказали под 40. Все правильно, 36,6, то и есть где-то под 40. Бред какой-то. Так а болезнь у вас какая? Сейчас поспрашайкаю в доктора. Болезнь у меня какая? Какая? В смысле какая? У вас там диарея, что ли? Коклюш. Что клюш? Коклюш. А, коклюш, в смысле болезнь? Нет, коклюш, то есть фамилица доктора, а болезнь моя повышенное кровянковое давление. Так что явиться на вашу парадушку не смогу. Думаю, ваш плешивицный карличек не обидится, что я до вас не дошкандыбашкаю. А он как раз такой, что может обидеться. Поэтому я вам советую хорошенько подумать и все-таки приехать. Ой. Что случилось? Кажется, у меня прямо сейчас обострился синдром глухого уха. Не понял, это как? Что вы говорите? Спрашиваю, это как? Я вас не слышу. Все по какушке до новеньких стречков. Ну да.
А по-моему, у него самый обыкновенный предпарадный сциклопатит. Чего бояться-то, я не понимаю. Уже по всем новостям объявили, что наш парад будут охранять целых 228 систем ПВО. И это только возле Путина столько их будет. Да наши операторы ПВО собьют все, что угодно, если, конечно, не нажрутся в такой день. А они ведь нажрутся. Такой праздник 80 лет как-никак. Блин, я об этом как-то не подумал. Вот черт, совсем забыл. У меня же ведь тоже недавно обнаружилась куча всяких болячек. Врожденная БПЛ-астма, хроническая FPV-трянка, ну это еще ладно. У меня же это, как ее, ярко выраженная остеохондронная непереносимость. Поэтому я, наверное, тоже на парад не поеду.